Ребята, всем привет! Ну что ж, могу я вас обрадовать. Сегодня у нас опять ремонт фрезерного станка. Доведение этого инструмента до идеала. Для начала займусь верхним хоботом. Очень нужно пришабрить поверхность под вертикальную головку, потому что она слегка изношена. Пришабрил маленькую поверочную плиту по большой, и теперь можно с удовольствием, не тягая каких-то больших весов, делать отпечатки и шабрить. Основной массив станка я законсервировал, теперь он может в таком состоянии храниться очень долго. Никакая пыль на него теперь не попадет ни при каких условиях. Так что можно никуда не спешить и работать в удовольствие. Это как раз то, к чему я стремлюсь, то, что мне надо. О, вот такой рисуночек. Выделилась середина, надо ее сшабривать. Мелкие тут какие-то заусенчики еще проявились. Ну, то ерунда. Сейчас мы все сделаем. Неудобно немножко, правда. Ну, что-то мне подсказывает, что тут как-то все быстро пойдет. Безо всяких проблем. Да, получается, сейчас работаю по шаброванной нетронутой поверхности. Тут главное все делать равномерно, чтобы не увело на микроны в сторону. Ибо тогда мы потеряем 90 градусов. Все, и в таком ключе работаем. На, ты смотри, какая середина здесь выпуклая. Да. Примерно 15 проходов. И уже такая картина. Надо избавиться от вот этого. Именно здесь была рабочая зона вертикальной головки. Так, смотрим. Уже как бы неплохо все получилось, такое чувство. Чуть-чуть намазываем. И поехали. Хоп, только. Раз. Ну вот как-то так. Да. Забивать не надо будет. Может его немножко вот тут помазать надо. Да, вот я и хотел чуть-чуть. Потому помазать. что потом не пойдет. Но тут уже жидкой, правильно? Еще. Так, здесь уже хорошечно. Тут теперь? Да. Все и так хорошечно. Все на стрелочках у него там. Ну, с Богом. Пошла ты, смотри. И все. Надо что-то более твердое, да? Давай через деревяшку или как? Угу. Шпонка упала? Ну да. Ну ничего. У тебя куртка вся в этой мочмале, В какой? стружке. Ну, что ты предлагаешь? Тут Опять надо вообще новую хирургически. цыплячью куртку Давай, засовывай. предлагаешь испортить? Ты на это меня хочешь подвязать? Так. Тихо, тихо, тихо. Пальцы, блин, чуть не это. Еще бы 5 миллиметров и начали. Что? Разрушения бы начались бы. Отрастут. Нет, так Так. нельзя. Надо палкой. Вот палка есть. Палка. Брать палка. и та-там. Давай, та-та. За внутренние обоймы подшипников. Мы только за внутренние обоймы Конечно. теперь забиваем все. Давай. Не пошла. Давай. Ты дырочку хочешь попасть? Давай, чтобы дырочка в дырочку была. Я ее, наверное, куда-то. Это давай быстрее, мусор скапливается на подшипнике. Уже? Да. Что так быстро? А я молоток потерял. Нашел. Так, бережем челюсть. Давай. Так, надо вправлять, по-моему. Стоп. Идет хирургическое вмешательство. Ну, по-моему, легко очень заходит туда. Засунули мы шпиндель. Жека его уже даже настроил по своему опыту. Все прекрасно вращается. Плавненько, нежненько, мягенько, прекрасно. Ну а теперь из нововведений. Вернул вот такой интересный быстросъем, друзья. Перед этим пришлось просверлить очень глубокое отверстие, прям до подшипника. Прям вот так пришлось сверлить, и нужно было выйти прям точно в канавку шпиндельного подшипника. Также еще пришлось глубоко модернизировать шайбу вот эту накладную, которая сверх подшипника ставится.
Ну, как модернизировать? Здесь были дистанционные кольца, которые немножко изменили конфигурацию. И пришлось подточить по месту. Сделать так, чтобы они не касались этой крышки. Но в то же время, чтобы крышка прижимала сам подшипник. Она, кстати, сейчас прижимает, но остается с зазором. Зазор между хоботом и крышкой, он присутствует. Ну, ранее здесь стояла бумажная прокладка. И надо будет подобрать аналогичную. Мы тут замерили, мы замерили 0,15 мм должно быть. В общем, как-то так. Видите, система смазки модернизируется. Шпиндельные узлы все новые. Наверное, надо ее перевернуть, немножечко шабрануть снизу. Особо показывать не буду. И можно будет устанавливать на станок. Кому интересно, настройка шпиндельного подшипника производится заворачиванием на определенный угол вот этой гайки, то есть выбираются все зазоры, потому что вал в месте посадки подшипника, он конусный, и если внутреннее кольцо задавливать, то это кольцо расширяется, выбираются все зазоры. Потом надо немножко отпустить, потому что мы зажимаем упорный подшипник, и вал тогда плохо крутится. Ну, в общем, система довольно-таки простая. Можно все отрегулировать. Даже потом можно подрегулировать в процессе работы станка. Не обязательно все разбирать. Ну что ж, вот что получается, друзья. Смотрите, разложился очередной раз. Это некий узел, цепной привод и по совместительству защитное устройство станка. Ну а здесь на токарничке у меня делается новая втулка. Пробуем напрессовывать. Пойдет, не пойдет. Так, усиливается. Надо помазать чем-нибудь. О! Ну, очень плотно идет. Ну, очень. Ну, бабку назад пока не отодвигает, значит, все нормально. Просверлил отверстие, заколотил штифтик, и теперь нужно нам напрессовать вот такой подшипник. Первый зашел. Плотноватенько так он как-то. Все. Итак, друзья, настало время объяснить вам, как работает этот защитный механизм. Защитный механизм коробки подач. То есть, когда мы куда-то втыкаемся, крутящий момент должен прерываться. Работает это следующим образом. Здесь одна втулочка сидит на шлицах и жестко закреплена с валом. То есть, получается, через нее крутящий момент передается на звездочку, которая соединена не жестко. Видите, она вращается. И, соответственно, когда крутящий момент на звездочке превышает, вот тут как-то еще не разработано, но втулочка приподнимается. И все, у нас идет разрыв цепи. Чтобы она сама по себе не приподнималась, естественно, здесь она прижимается пружинкой, и система прекрасно работает. Все уже настроено, заменил корпус полностью, заменил подшипники, заменил вот этот вал, сделал шпоночное отверстие, к сожалению, в кадр это не попало. И, собственно, можно натянуть сюда пружину и собрать узел воедино. Короче, узел этот попил крови очень много, и у меня, и у койота, но вот он вроде бы готов. Получается, не осталось ни одной родной детали здесь, все поменены. Корпус, хотя немножко и другой был, но он, в общем-то, соответствует. Придется немножко перештифтовать, чтобы отпозиционировать. Ну, ничего страшного, такое убожество ставить не хотелось. Видите, как страшно выглядит все это дело. Что-то тут цепурой елозило, тут позалезало все винтики, повырвало болты. Эта деталь, сами видите, в каком состоянии. Я когда к койоту приехал, койот сказал, что она самодельная. Ну, возможно. Ну и самое основное, сцепной механизм. Видите, как он изношен. Если эта деталька еще более-менее нормальная, хотя какие-то маленькие здесь выступы, то вот это полностью изношено. Выступы стерлись. Остались ямки. Здесь оно плохо сидит, не шевелится. Здесь такие задиры. Короче, караул хоть кричи. Вот такая жесть, ребята. Ну что, все готово, нормально. Приехал до Женьки в мастерскую, ребята, чтобы забрать коробку подач.
Ох и попила же крови она у Женьки. Женька ее тут перебирал в полный рост. Смотрите-ка, сколько образовалось лишних запчастей. Это просто какая-то нереальная дичь. Но, ребята, все эти элементы пришлось заменить, потому что шестеренки покоцанные, валы покоцанные. Некоторые валы мы не смогли найти и пришлось восстанавливать. Ну а так, все уже готово и все работает. Ну давай. Так, ну что, проверяем, запускаем сейчас. Так, коробку перебрал, помыл, покрасил, заменил подшипники, заменил вал один вместе с реверсом, подгонял под этот штифт, который переключает. Пришлось, короче, это все тут баловаться шайбами. И, короче, сместил, и теперь все работает просто замечательно. Шестеренки-то хоть нормальные? Теперь? Отличные шестеренки по сравнению вот с этими. Вот. Тут их просто выело кусками. Вал один гнутый. Ну да, прям Вот, даже на прямо. видео видно. Вот так вот, Вот все сейчас работало. вниз, да. сейчас вверх провисает. Да. Сейчас вниз. Вот этот вал был заменен. Это что там за нагрузки были, а? Что так погнуло эти валы? Это ж вообще... Не знаю. То, что, наверное, что-то высыпалось, потому что влазили в эту коробку и производился какой-то непонятный ремонт. Это было твое родное. Поставили 6-шлицевое, но у нас не было 39-й шестерни, которая вот она наваренная, сделанная. Значит, мы взяли отсюда, хорошая была 39-я, срезали и на 6-шлицевую наварили, сделали, ну, с посадкой, с преднатягом. И Игорек заварил, сделал, и все отлично работает. Вот именно вот это вот она находится. Вот, есть шовчик. Вот так. Перебрал тут, сделал сухари, подогнал, чтобы все полностью шло в зацепление, а не на половину шестерни. Чтобы нагрузка... даже, ребят, бывает даже на четверть зацепления. На четверть, не да. то, что на половину. Ну, то есть тут так по-модному иногда бывает. Механизм просто отлично работает, мягко, вообще без закусывания, все. Вот, ну вот. Даже в холостую, то есть переключается она, когда работает, вращается шестерня, тогда вообще она вот раз и все, оп, и ушла. Ну отлично. Еще мало того, Женька гарантию на 40 лет дает. Да. Работы механизма. Но только если никто не будет вмешиваться туда своими грязными ручонками. Да? Да, все готово, будет работать. Никуда она не денется. И сейчас решаем вопрос, что делать с плунжерным масляным насосом, потому что, ну, он реально никакой. То есть хотелось бы что-то сделать получше, или его модернизировать, или его доработать. Вот, со временем, когда простаивает станок, он завоздушивается и не гоняет масло. То есть надо постоянно смотреть в стеклышко, льет или не льет. Смотрю, паренек готовится. Говорят, искры нету в глазах у меня. У тебя есть искра? Так по шарам надо дать, будет искра. Глаза, говорят, не горят уже. Давай попробуем вдвоем поднять. Давай, хоть попробуем познакомиться. Нормально. Вообще. О, отлично. И очень аккуратно идем и ставим. Очень надо прям аккуратно. О, все. 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 Тихо. Так, шестереночка. Вот так, оп. Вот так, все. Немножко царапанул даже краску. Все. Ну вот и установлен этот красавчик. Теперь нужно очень долго и нудно заниматься клинами. Один клин я уже сделал, друзья. Не стал я вам этого показывать, потому что слишком здесь много было всякой разнообразной работы. Причем работа совершенно неоднозначная. Я и сам не знал порой, что я делаю. То есть как я могу вам рассказывать, когда и сам не знаю. Ну вот теперь, когда уже все готово, могу немножечко рассказать, поделиться своим опытом. Во-первых, смотрите, здесь имеется трещина. Она образовалась из-за упоров прижимов, ну, видно, сильной их перетяжки, либо просто туда-сюда и надломилась. За долгие годы фиксации, так сказать, отфиксировалось свое. Во-вторых, смотрите, что здесь есть. Это уже я наварил кусочек,
То есть я всем советую делать именно это, а не изготовлять новый клин. Клин у меня, получается, вошел примерно на 4 или 3 сантиметра от искомого. Да и плюс, что еще было, так как клин чугунный, из 3 клинов у меня всего лишь 1 целый был, а 2 вот таких. Вот, смотрите, обломано место фиксации. Здесь вот, правда, прорезано новое место фиксации. Ну, я еще не примерял, не знаю, как оно будет выглядеть на станке, где оно там цепляется. А так оно должно быть с краю, и вот это ухо обломано. Я же, как можете заметить, наварил на чугунный клин стальную бляшечку. Такую небольшую, обработал ее. Ушко сделал очень точное, там он вот так никак не шатается, не болтается. Все красиво, все хорошо. И клин теперь заходит еще глубже, вплоть до конца основания ушка. Но это еще не все. Клин кривой, друзья. То есть он получается вот такой. И что же делать при этом, скажете вы? Как же его шабрить? Ну вот смотрите, как мне пришлось выходить из ситуации. Пришлось отшабрить магнитную плиту. Это видно характерные насечки. Мне главное, чтобы она была в принципе ровная. Да, их, конечно же, шлифуют перед тем, как использовать на станках. Но это хоть и была шлифованная, но где-то 6 проходов шабрения пришлось сделать, чтобы ее довыровнять. Потому что шлифовка такой точности не дает, уже сколько раз убеждаюсь. Ну а чтобы выровнять клин, мне пришлось включить все свои мозги и действовать очень аккуратно. Даже в какой-то момент я начал шабрить не в том месте, сделал небольшую ямку, потом пришлось исправлять. В общем, в чем суть проблемы? Суть проблемы в том, что клин кривой, как я вам уже говорил. Мало того, что он кривой саблей, так он еще и кривой вот в этих местах прижима. И особенно там, где он сломанный, где трещина. Короче, сначала я приблизительно вышабрил основание, то есть там, где он не ездит, не ходит, именно вот в этом месте, где прижимы. Примерно я это сделал, примерно выровнял. Потом я примерно чуть-чуть по линейке выровнял с этой стороны. Потом, ребята, я уже начал прикладывать к магнитной плите и прижимать. То есть, когда мы включаем магнит, клин очень сильно прижимается к плите, и в итоге мы можем сверху уже намазывать краску шаберную линейкой и делать уже более точно. Я выбрал, что у меня более точно получилось, увидел ту ямку, которую вышабрил не в том месте. Ну, честно говоря, магнитная плита просто по-царски прижимает, просто жесть. И полностью выравнивает линейку. Кто считает такую технологию колхозом, ну, друзья, вперед! Изготовлять новый клин. Я вас туда отправляю. Сейчас, думаю, по магнитной плите еще 1-2 прохода шабрения сделаю. И можно будет примерять на станок. Покажу вам, как это биение вычисляется. Итак, вставляем на свое место. Вот так я это делаю. Хлоп. Чтобы предварительно понять, как он здесь сидит, можно его пошевелить. Видите, абсолютно не шевелится, значит он вот здесь как бы подвклинил маленько. Если у нас есть доступ к обратному концу, можно и его пошевелить. То есть видно, вон он тот конец, в принципе, если продвинуть туда, можно пошевелить. Я шевелил везде, если что, друзья. Сейчас просто финиш, я вам хочу показать, как получается. Вот видите, установил индикатор, устанавливаю его с одного конца, либо с другого конца хобота. То есть в приоритете у меня, чтобы вот эта часть была более плотная, потому что идет выход хобота, потому что здесь фреза. Если это все дело будет качаться и фреза. Ну и сами понимаете, к чему это приводит. К дроблению, к плохой работе станка, к уменьшению точности. Процесс измерения выглядит так. Ставлю индикатор и качаю за хобот со всей силы. Даже, можно сказать, дергаю, совершаю инерциальные такие движения. Получается, что сейчас максимум 3-5 микрон есть какое-то некое дрожание стрелки, качание. Ну а так по факту все уже хорошо. Смотрим поближе. Вот я качаю, дергаю. Ничего не происходит. А было 2,5 сотки, друзья. Чтобы самообманом не заниматься, надо ж теперь и сзади попробовать. Но так как там клин вклинило ж в задней части, думаю, здесь тоже все хорошо. Ничего не двигается, ничего не дергается. Прекрасно, друзья. Думаю, что можно еще немножко финишно подшабрить. И на этом все.
Соответственно, с видео тоже все пока что. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лойсом, друзья. Всем пока, до новых встреч. Углубление под фиксацию решил сделать крайне нестандартным способом. Как вы можете заметить, одну я уже сделал. Ну а на второй, думаю, стоит остановиться поподробнее. Значит, смотрите, прикрепил на струбцинах, внимание, на струбцинах магнитную плиту. Ту самую, что-то активно начал я ей пользоваться резко. И на нее же примагнитил клин. Вообще не сказать, что это очень уж сверххорошая идея, но работает, друзья. Правда, надо потихонечку, крайне аккуратно, но фрезеровка идет. Из плюсов получается уникальная возможность закрепить деталь, как мне нужно, под вот таким углом. Без всяких ухищрений, потому что это сделать не так-то просто, не имея спецприспособлений. Ну вот плита это по сути тоже спецприспособление. И еще из плюсов не летит чугунная стружечка. Видите, она сразу же примагничивается к столу. Вот так, друзья. Теперь по поводу покупки нового станка вместо ремонта этого. Такой станок, друзья, стоит 1 600 000 новый. Так что, как вы думаете, стоит его реставрировать или может все-таки новый станок купить? Если вы мне предлагаете китайский всратый станок купить какой-нибудь, я не хочу китайский станок. Я хочу хороший, вот такой мощный, тяжелый. И будет он очень точный еще, к тому же станок жесткий. С хорошим конусом ISO 40 в шпинделе. Ну, короче, хочется мне классный станок, вы меня уж извините. А китайский я не хочу. Дешманский.